Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Мягкие, пышные, легкие и сладкие булочки приготовим с вами сегодня. Тесто настолько нежное, что даже на третий день остается мягким. Внутри приятный сюрприз. Обо всем по порядку. Проверьте, пожалуйста, свою подписку на наш канал, нажмите на колокольчик, выбирая все уведомления. Только в этом случае вы не пропустите новые видео. Давайте начнем. Сначала активируем дрожжи. Сделаем опару. 25 граммов сырых дрожжей, что эквивалентно 8 граммов сухих. Раскрошим в глубокую миску. Добавляем 10 граммов сахара. Растираем. Постепенно сырые дрожжи станут жидкими. С сухими, конечно, такого не будет. Высыпаем 50 граммов муки. Доливаем постепенно воду теплую. Должна получиться масса, как сметана, по густоте. Присутствуют комочки, позже они разойдутся, не обращайте внимания. Накрываем опару, оставляя при комнатной температуре на 30-40 минут. Если дрожжи быстродействующие, то достаточно будет 15 минут. В моем случае опара поднялась за 30 минут и уже начала слегка оседать. Заодно мы и проверили годность дрожжей. Также в начале приготовления потребуется смешать 3 яичных желтка и 5 граммов соли. Яичный пигмент закрепится и тесто получится в итоге более желтым. Оставляем также на 30-40 минут. Не забывая накрыть. Подготовим и масло. Его нужно взбить до бела с сахаром. Минут 5. Масло мягкое, комнатной температуры в количестве 60 грамм и 80 граммов сахара. В большую миску выливаем 180 мл теплого молока. Добавляем к нему 70 граммов сметаны 10%, желательно комнатной температуры. Следом выливаем желтки с солью. Они уже заметно стали насыщенного цвета. Перемешаем, добавляем муку до состояния средней густоты. И готовую опару необходимо перемешать. Добавляем к подготовленным ингредиентам. После перемешивания начнем вводить еще муку, чередуя со взбитым сливочным маслом и сахаром. Таким образом, масло и сахар меньше будут замедлять рост дрожжей. Оставшуюся муку вмешиваем руками уже на рабочей поверхности. Подсыпаем ее только в том случае, если тесто очень липкое. В конце не забываем еще вместить в тесто 30 граммов растительного масла, тоже комнатной температуры. Муки пока ушло ровно 500 грамм, не считая опары. Если немного не доложить муки, то булочки после выпечки могут слегка сморщиться. Это, конечно, не повлияет на вкус, но внешний вид немножко изменится. Вымесим тесто около 5-7 минут. И только после хорошего вымешивания, если тесто еще липкое, добавляем муку. Здесь у меня 20 грамм. Теперь вижу по тесту, что этого будет достаточно. Тесто уже не прилипает к рукам, но при этом мягкое, держит форму и не становится плоским, хотя немного расходится в сторону. Смазываем тесто сверху остатками сливочного масла, совсем немного. Помещаем в миску или глубокую кастрюлю, чтобы было место для подъема. Оставляем в теплом месте для брожения и увеличения примерно на 1 час. И вот что за это время происходит с тестом. Муку используем при работе с тестом только при необходимости.
слегка присыпая руки и тесто. Тесто нужно хорошо обмять, чтобы выпустить скопившийся внутри газ. Посмотрите, насколько оно нежное и приятное в работе. Булочки будут самые воздушные и мягкие однозначно. Разделили тесто на 16 частей, по весу каждый кусочек около 70 грамм. Обязательно собираем кусочки в ровные шарики, подтягивая края в центр, защипывая здесь же. Не забываем подкатывать ладонью. Снова дадим тесту постоять, накрывая буквально на 5 минут. Теперь внутрь можно прятать конфету. Это шоколадные конфеты, но можно и даже карамель. Конфета будет таять и пропитывать булочку внутри. Шарик теста расправляем со стороны узелка, надавливая руками, не делая середину слишком тонкой. Лучше пусть будут тоньше края. Собираем тесто вокруг конфеты и этим защипом кладем булочку на противень. Защипывайте тщательно и не оставляйте воздух внутри, чтобы конфета не вытекала при выпечке. Раньше моя бабушка готовила с карамелью, в которой было повидло. Карамель таяла, а повидло оставалось. Было очень вкусно. Булочки, конечно, необходимо разложить на расстоянии друг от друга. Снова накрываем уже перед выпечкой на 15-20 минут. А пока смешиваем сметану, понадобится 2 чайных ложки, 3 чайных ложки молока и 1/4 чайной ложки соды. Этой смесью покрываем булочки перед выпечкой, аккуратно, чтобы не нарушить воздушность. Выпекаем булочки в заранее разогретой духовке, около 20 минут. Если духовка электрическая, температура 180 градусов, низ плюс конвекция, либо 170 градусов, верх и низ. В газовой духовке температура должна быть больше. Ставим 200 градусов, в ней обычный нагрев только снизу. Булочки зарумянились и спеклись, важно, чтобы бока были тоже румяные. Смотрите, какие они красивые, пышные, а аромат вам, конечно, не передать. Пахнет сливочной сдобой. Булочки следует хорошо остудить на решетке и потом хранить в пакете или кастрюльке. Если, конечно, нужно сохранить дольше 1 дня. Смотрите, что получается. Тесто как облако, очень нежное, мягкое, воздушное. И внутри такой булочки сладкий сюрприз. Готовьте с удовольствием, ставьте нравится, делитесь видео с друзьями. Буду рада вашим комментариям. Это все лучшая благодарность от вас. До нового видео. Пока!